Всем привет, подписчики, друзья, враги и случайно напоровшиеся на это видео зрители. С вами снова я, майор в отставке, меня зовут Олег Кашинцев, я бывший оперативник, диссидент и, конечно же, враг государства путинского. На днях New York Times опубликовала статью со ссылкой на свои источники о том, что российские спецслужбы, в том числе ФСБ и подразделения МВД, получили возможность отслеживать в России такие мессенджеры, как Telegram, Signal и WhatsApp. Другие СМИ перепечатали статью уже с заголовками о том, что ФСБ и МВД получили контроль над мессенджерами. Звучит довольно-таки угнетающе и прямо-таки убийственно для всей свободной и здоровой части общества, не так ли? Ну давайте разберемся. Все действительно очень хуево, но, как говорится, не настолько смертельно. Сегодня я постараюсь вам немного объяснить, как обычно, простым и понятным языком, почему слово «контроль» тут не совсем уместно и как все это работает на самом деле, с моей точки зрения. Ну а вас я, как обычно, попрошу досмотреть это видео до конца, поделиться им, поставить лайк и подписаться на этот канал, если вы, конечно же, еще не сделали этого. Итак, поехали. СОРМ, закон Яровой, перенос серверов в Россию и многое другое. Это то, чем за последнее время пыталось порадовать нас государство, которому мы исправно, ну или не совсем исправно, платили налоги. Если вы еще не поняли, то ваши налоги, господа и дамы, в итоге пошли на то, чтобы загнать вас всех под каблук неуравновешенной власти. Ну, а точнее не под каблук, а под колпак. Огромные средства тратятся в последнее время на контроль цифрового пространства. Это одно из условий выживания современного фашистского режима. Но вдаваться в финансовую аналитику я сейчас не буду. Итак, большая часть поправок закона или пакета Яровой вступила в силу в июле 2016 года. А я напомню, что этот закон предусматривает хранение всей информации, касающейся связи, на стороне оператора или провайдера до 6 месяцев. Это звонки, СМС, а также интернет-трафик. В век цифровых технологий вся информация, передаваемая и получаемая вами на ваши технические устройства, это телефоны, планшеты, компьютеры и так далее, представляет собой цифровой поток в виде нулей и единиц, которые в итоге преобразуются в набор букв, цифр и специальных символов. Это называется трафик. Также для понимания, трафик может быть как минимум двух видов. Это обычный классический интернет-трафик, о котором я только что сказал, а также этот цифровой поток, получаемый из звонков и СМС-сообщений по обычной сотовой связи. По закону Яровой все разговоры и СМС-сообщения также должны храниться до полугода. Но вернемся к интернет-трафику, поскольку нас интересуют мессенджеры, которые обмениваются информацией посредством именно интернет-трафика, речь о которых как раз и идет в новой статье New York Times. Здесь нельзя упускать этот важный момент, поскольку все, о чем написано в статье New York Times, в основном завязано на перехвате российскими спецслужбами интернет-трафика, без которого контроль мессенджеров невозможен. Поэтому далее я постараюсь простым языком объяснить, что это такое и как он работает. Итак, как и ваш компьютер, которым вы пользуетесь для поиска информации и чтения новостей, для просмотра сайтов и прочего, мессенджеры, Telegram, Signal и WhatsApp также создают интернет-поток, который идет от вас через сервера мессенджеров или напрямую адресату через вашего интернет-провайдера и обратно. Объясню на примере обычной бумажной почты. Вы пишете письмо, кладете его в конверт, относите на почту. Далее с почты почтальон забирает это письмо и уже относит его адресату. Тот путь, что письмо проделало от вас до почты и от почты до адресата, это и есть своего рода интернет-трафик. Почта в данном случае как интернет-провайдер. Теперь представьте, что то бумажное письмо, которое вы отправляете через своего провайдера, то есть через почту, на пути его следования гестаповцы берут у вас, пока вы несете его на почту, или берут его у почтальона, который несет его от почты до адресата, или же они берут его, пока оно лежит на самой почте, открывают его, читают, делают для себя его ксерокопию, затем кладут ваше письмо обратно в конверт, запечатывая так же, как и было, и отправляют тем же путем дальше. И это называется перехват трафика. Только делается это все почти со скоростью света, так что вы этого не замечаете.
То же самое происходит и с вашими данными, сообщениями, письмами, кодами страниц сайтов, которые ваш компьютер или смартфон получает или отправляет, когда вы сидите в интернете или мессенджере. Путинские спецслужбы также перехватывают их на пути от вас к серверу, не затрагивая скорости и качество передачи. Делают их копии и читают. Но есть одно важное и серьезное «но». Вновь вернемся к вашему бумажному письму. Представьте, что ваше письмо написано не обычным читаемым открытым текстом, а зашифровано, то есть написано шифром и состоит из, казалось бы, случайного набора букв, цифр и специальных символов. Чтобы прочитать это письмо, его нужно расшифровать, используя для расшифровки специальный ключ, который есть только у вас и у вашего адресата. Гестаповцы по-прежнему могут его взять на пути следования, открыть конверт, скопировать, но понять, что там написано, они не смогут, так как для них это будет набор непонятных символов. Примерно так происходит и с перехватом интернет-трафика от вас до адресата с сервера и обратно. Ваш трафик зашифрован, если вы, например, заходите на сайты, которые используют протокол HTTPS. Ищите замочек в строке браузера. Или если вы пользуетесь мессенджером, использующим шифрование. Ключи для расшифровки интернет-трафика в случае, например, простого просмотра сайтов есть только у вас и у сервера, на котором размещен этот сайт. Когда вы пользуетесь мессенджерами, такие ключи есть только у вас и у вашего адресата, и иногда у сервера мессенджера. То есть спецслужбы без проблем вклиниваются в поток вашего интернет-трафика, даже копируют и сохраняют его, но для них он представляет собой непонятный набор символов, который не поддается чтению без наличия ключей. Отсюда и давление, которое ранее оказывалось со стороны ФСБ на руководство некоторых мессенджеров с целью вынудить их перенести сервера в Россию для получения доступа к ключам. Но проблема с шифрованием есть при использовании российских интернет-сервисов, таких как, например, Яндекс и Mail.ru. Обо всем об этом я рассказывал в другом своем видео. Найдете ссылку в описании. Вернемся опять к статье New York Times. В ней также написано, что оборудование спецслужб может определять, когда люди совершают голосовые вызовы или отправляют файлы в зашифрованных мессенджерах, таких как Telegram, Signal и WhatsApp. Эта ФСБшная приблуда не может перехватывать определенные сообщения, но может определить, использует ли кто-то несколько телефонов, составить карту их взаимодействия, отслеживая общение с другими людьми и составлять карту, на которой видно, какие телефоны находились в определенных местах в определенный день. Насчет определения факта голосового вызова, а также отправки файлов в мессенджерах, я думаю, что это не такая уж сложная задача, если у тебя как на ладони перехваченный интернет-трафик. Предполагаю, что это определяется по типу потока, идущего от вас к серверам и обратно, то есть по определенным пакетам, поскольку они, как я понимаю, имеют разный вид, разные вставки в трафик для каждого типа соединения, то гестаповцы научились просто-напросто определять, к какому типу соединений относится тот или иной вид пакетов. Объясню на примере бумажного письма опять, с зашифрованным текстом. ФСБшники перехватили ваше письмо и увидели непонятный набор символов. Прочитать его они не могут, но они знают, что если шифр написан синими чернилами, значит это обычное сообщение. А вот если черными, то значит ваше сообщение написано стихами. Но прочитать само сообщение они не в силах. Примерно так же, по моему мнению, они определяют и тип интернет-трафика, когда вы пользуетесь мессенджерами. Насчет определения того, кто сколько телефонов использует и какие телефоны находились в определенных местах в определенное время. Я также уже об этом рассказывал в своих других видеороликах, но повторюсь, это не новшество, если брать, например, обычную мобильную связь. Путем анализа легко определить, какие телефоны в определенный момент времени подключались к одной и той же базовой станции одновременно с вашим телефоном. Далее смотрят по другим базовым станциям и в другой период времени. Таким образом, вычисляются телефоны, находившиеся вместе с вашим телефоном каждый раз в одном месте, что позволяет создать список используемых вами телефонов или же список ваших попутчиков, то есть связей. Думаю, здесь все понятно. Теперь насчет такого же вычисления телефонов через интернет-трафик. Теоретически это работает примерно так же, как и с базовыми станциями, но в качестве определяющей точки, помимо
базовых станций могут выступать еще и точки доступа в интернет. Wi-Fi, например, подключение к которому в России происходит через авторизацию. Как может работать определение ваших адресатов, которым вы отправляете сообщения или которым вы осуществляете голосовой вызов через зашифрованный мессенджер? Теоретически это может выглядеть так. Объект разработки, чей интернет-трафик находится под контролем, отправляет сообщение своему адресату. Но установить получателя сообщения, опираясь лишь на перехваченный трафик и отправителя, на мой взгляд, сейчас невозможно. Но есть исключения, и это важно. Если сообщение или голосовой вызов идет минуя сервер мессенджера напрямую между двумя абонентами, так, например, происходит в Telegram, когда включена функция peer-to-peer, а, кстати, ее можно отключить, то установить вашего собеседника достаточно просто. При звонке peer-to-peer вызов идет напрямую на IP-адрес вашего собеседника, минуя промежуточные сервера мессенджера. Соответственно, очевидно, что, перехватив трафик, можно установить, с кем у вас в данный момент установлено соединение. Это просто. Как теоретически происходит установление адресата, то есть ваших сообщений и собеседника в других случаях, когда функция эта peer-to-peer не работает? Итак, интернет-трафик объекта разработки под контролем, он отправляет сообщение, файл или совершает голосовой вызов через мессенджер, функция peer-to-peer отключена. Получатель сообщения или собеседник в данном случае не виден. Максимум, что гестаповцы могут увидеть, это адреса сервера, через который идет обмен зашифрованной информацией, то есть сервер мессенджера. Установление вашего собеседника или получателя сообщений в данном случае будет заключаться в поиске и фильтрации из всего объема сетевого трафика, аналогичного с вашим по типу, по времени, по периоду и по объему цифрового потока. То есть вы совершили голосовой вызов через Telegram продолжительностью, например, 30 секунд в 6 часов 00 минут 1 января 2023 года. Объем передаваемых и полученных данных составил 20 мегабайт. Чтобы установить, с кем вы общались, ФСБшники должны будут во всем перехваченном и записанном интернет-трафике найти абонента, который также в 6 часов 00 минут 1 января 2023 года совершил голосовой вызов продолжительностью такой же 30 секунд, потратив на это 20 мегабайт переданных и полученных данных аналогичного вида. Вот тут-то и подключается в помощь гестаповцам закон Яровой. Помните? Вся информация, в том числе и трафик, записывается и хранится, а на помощь гестаповцам, к сожалению, сейчас приходят еще и новые программные комплексы для анализа перехваченного трафика. Приведу пример с бумажным письмом. Вы отправили зашифрованное письмо другу, но не напрямую ему, а через почтовое отделение за границей, например, через почтовое отделение в Лондоне. На конверте, который вы отправили, будет указан только адрес лондонского почтового отделения, чтобы гестаповцы в России не догадались, кому оно предназначено. На почте в Лондоне его получат и по предварительной договоренности только с вами перешлют его вашему другу в России. Но, как мы уже знаем, ваше зашифрованное письмо будет перехвачено, то есть взвешено и скопировано спецслужбами в России как минимум 2 раза. Это произойдет, когда его будете отправлять вы, а также когда его понесет почтальон к вашему другу в России. Закон Яровой. Из всего объема перехваченных в России писем гестаповцам нужно будет отфильтровать и найти точно такое же, как ваше по весу и по аналогичному набору непонятных символов. Таким образом, они поймут, кому вы отправили письмо. Примерно так может работать поиск в интернет-трафике получателей ваших сообщений и собеседников в зашифрованных мессенджерах. Нужно сказать, что это направление деятельности путинских спецслужб, судя из тех данных, которые приводит New York Times, интенсивно развивается. Гестаповцы обзаводятся новыми фильтрующими и анализирующими трафик программными комплексами, что, к большому сожалению, сильно упрощает им работу по поиску информации в большом объеме трафика. Поэтому мои рекомендации остаются прежними. Если вы находитесь в России, обязательно используйте надежный VPN. Это в дополнение к функциям шифрования мессенджеров зашифрует еще и ваш интернет-трафик, скроет реальные адреса и сделает невозможным вычисление принадлежности трафика к тому или иному типу передачи информации. Представьте, что вы отправляете по почте все то же зашифрованное
бумажное письмо, но оно уже запечатано не в обычный конверт, а упаковано в бетонный ящик, который невозможно открыть, не повредив само письмо, без ключа, который есть только у вас и у вашего собеседника. Примерно так можно описать работу VPN. Думаю, что основное я вам сегодня рассказал. Как мы видим, власти России продолжают усиливать контроль за интернетом, пытаются взять в свои руки весь поток информации, веря в одно старое изречение о том, что тот, кто владеет информацией, тот владеет миром. Но ведь путинская Россия — это далеко не весь мир. У меня на сегодня все. Спасибо, что досмотрели это видео до конца. Становитесь спонсорами этого YouTube-канала и помогайте тем самым его развитию. А также не забывайте подписываться на мой Telegram-канал. Все ссылки вы найдете в описании. Ну и как всегда, ставьте лайки, делитесь этим видео и подписывайтесь на этот канал. Здесь вас никто не обманет. Есть за лесами, за полями, я страна. Люди не дружат там с мозгами.